Сегодня двигаюсь в направлении горы Джебель-Шамс. Сейчас я нахожусь вот здесь, в Сахаре. Приехал я отсюда с севера, из ОЭ. Сегодня двигаюсь по вот этой 8-й трассе на 9-ю. И вот здесь гора Джебель-Шамс. Это самая высокая точка Аравийского полуострова. Еще нету 9. ГГшек показывает 34 градуса. Даже на байке ветер дует. И все равно не прохладно. Ощущение такого теплого суховея. Вот они, западные Хазары, видны на горизонте. Горы без растительности, пустые. Я так понимаю, в этих горах очень много металла. Там, видимо, растительность не приживается. Нету почвы. Они каменно-металлические. Территорию за вот этими горами называют еще внутренним Оманом. Я тут разговариваю. Надо хотя бы послушать, меня там слышно или нет. Я посмотрю другие разные видосы мотоциклистов. У них так тихо в шлеме. Звук, как будто они в студии записывают. А у меня что-то бу-бу-бу-бу, турбулентность. Вот завихрения идут. То ли потому, что у меня голова, как у жирафа, торчит выше этого стекла. И среднестатистического этого не должно беспокоить. А вот у меня такая проблема. Есть больше стекла, но что-то там начинаются проблемы с большими стеклами. Ну, так как сопротивление ветра сильнее, нужно ставить усиление и прочие там моменты тюнить. И не дешевое оно. Тоже заморачиваться не хочется. Так, они жмутся к моей стороне ближе. Видимо, там ямка. Она не глубокая, но там может быть скользко. Вот это может быть опасно. Так что едем потихонечку. Первый брод на ГГшике. Затоплено. Не, я туда суваться не буду. Я не знаю, насколько там глубоко, но я пока не готов брать брод. Ну, иншаллах, пройдет без происшествий. Так, главное ехать с константной скоростью. О, чуть-чуть скользко. Чуть-чуть не
подскользнулся. Ну, нормально. Контролируемо проехал. Ура! ГГшка! Мы взяли первый брод в Омане. С почином тебя! И еще один бродик. Поменьше, но он тоже может быть скользким. Так что едем тихо, без фанатизма. Не газуем, не рулим. Поехали. Этот был поменьше. Но самое страшное для меня то, что скользко может быть там внизу. Ох, Нетрёшкин кочерышка. Тут, похоже, вся дорога такая будет. Едем спокойно, не газуем с постоянной скоростью. У меня вот этой навигации, тут есть подготовка к навигации, но сам девайс еще не, как называется, не согласовали с правительством ОЭ, поэтому его не продают. У меня сейчас только такая опция. Я на телефоне BMW-шном Connected Ride делаю маршрут, он по Bluetooth синхронизируется, и на том экране, вот на этом, он только пишет. Он карт не показывает, пишет налево, направо. И они соединены, вот телефон с девайсом, по Bluetooth. И этот Bluetooth, он очень прилично так батарейку жрет. Ну, ой, я включил скорость, а не убрал подножку, поэтому он заглох. Попрыгали. Это мы вот уже в самих горах, в западных Хазарах, пересекаем их. Держу направление на Ибри. Это вот по вот этой 8-й дороге вплоть до 9-й. На 9-й поверну направо, и там чуть-чуть Ибри. А на Ибри уже сориентируюсь. Там, по-моему, на 21-ю трассу нужно будет встать, которая будет идти в направлении Джебель-Шарма. Ох, снова челлендж, снова вода. Так, первую скорость. Спокойно, без нервов. Едем спокойно. Ну туда, как в первой, так глубоковато. Проехали очередной бродик. Тут в горах, наверное, таких будет у меня миллион. Главное не расслабляться.
А то начну бравировать, что я вот еду легко, не падаю. Начну газовать, пролетать на скорость, как джип. Так, еще один бродик. Постоянная скорость. Неглубокий. Хороший бродик. Дорога в сами горы не ползет. Серпантинов как таковых нету. Петляющая дорожка меж гор, между вот этих скал. Горы, они пронизаны вот этими вади. Я так понимаю, это русло рек, по которым вода в сезон с горы идет. Поэтому здесь только бродиков, потому что вади кругом. Посреди дороги, посреди пустыни стоит какое-то медицинское учреждение. Здесь так часто наблюдаю. Вроде вдалеке от больших городов. Смотришь, этот верблюжий ипподром. Вот какое-нибудь такое заведение, большое, больница, еще что-нибудь. Ну, здесь вроде ничего рядом такого-то нету. Так, небольшие поселки. Может быть, это по нашим меркам считается небольшие. Вот, пожалуйста, стадиончик небольшой, тоже на пустыре. И главное, так разбросано. Тут стадион, там метров, ну не знаю, 300-400 до этой больницы. Вон на горизонте виднеется какая-то деревня, и там пальмы финиковые, фермы. Вот, пожалуйста, до тех километр до туда. До туда тоже не меньше километра. О, да. Интересно, как тут расположение. Doro. Agak main Agak cuma itu apa? Dia lor. No, ani sekali ini ani besi. Ini. How much country you visit? How much country? Oman, next UAE? I am from UAE. UAE to here. The next country? Back to the state. UAE. Okay, happy to. Indur bagaimana di? Ah, eke. Kalas, udah. Ada give over there. Oh, baik itu dah sampai kamu tu. Baik dah sih. Kamu tu macam ni. Itu mana? Ini sekolah nak bayar na. Перекусил я
лобанчиком с печенюшкой. Разузнали у меня, как обычно, кто я, откуда и куда. Стандартный набор вопросов. Селфи, которые я безумно люблю. Понаделали и отпустили меня. С Богом. Помчали. Так это уже горы. Да, это вот уже горы Джебель-Акдар. Собственно, там, где Джебель-Шамс находится. Я еду не по трассе, по такой второстепенной дорожке через деревеньки. Очень жарко. Надеюсь, может быть, он сейчас начнет подниматься, хотя бы чуть-чуть температурка упадет. Хотя бы километрика на 2 подняться. Это минус 12 градусов. Это сколько будет? В районе 30-28. Мелочь, а приятно. Очень жарко. Солнышко прям жмет. Когда едешь, у меня куртка такая сетчатая и штаны сетчатые. Они продуваются и они не успевают намокать, когда потеешь, сразу высыхают. А если так остановишься, минут 5 постоишь, спотеешь, одежда намокнет, и первое время едешь так хорошо, прохладненько, но она очень быстро высыхает. И потом опять тепло. Тут в Омане я маленьких скромных домиков не видел. Все такие огромные виллы только. Может быть, у них здесь свет халявный. На кондиционер они не тратятся, поэтому так строят такие. Джебель-Файтих. Только что же смотрел и забыл, как называется. Джебель-Файтих или как там. Она переводится как зеленая гора. И смотри, действительно она, если видно, прям зеленым таким отливает.
Что-то какой-то подъем. Что-то я ссу. А если там что-то такое, дай-ка я на карте посмотрю. Пойду посмотрю, что там за бугром. Если вдруг что-то пойдет не так, смогу ли я развернуться. Здесь такой наклон. Уже имею опыт падения на таком наклоне. Буду заезжать сидя. Помчали. Контролируем. Не буксуй, спокойно. Пусть он тянет тебя спокойно на первой передаче. Видишь, нормально. Тихо, тихо, тихо буксуешь. Видишь, он спокойно затащил тебя вообще. Ничего страшного. Он, знаешь, он тянет и тянет, как танк. Ты, главное, не давай ему буксовать. И пусть он тянет тебя потихонечку. О, залезли куда-то. Потихоньку, не спеша. Вот я включил режим эндуро. Рекомендуется по такой дороге, когда у тебя шоссейная резина, ехать на эндуро режиме. В приложении я поставил, что избегать грунтовые дороги. А он все равно сюда завел меня. Так, через 900 метров направо. А прикол, если вот с такой съезжать, вот страшно, наверное, а? Сейчас я посмотрю, туда я еду или нет. О, я вижу какой-то городок, он там в долинке. Так, ветер тут, смотри, такой порывистый. Айпадик достану. Айпадик у меня прикрыт сверху белой бумажкой. Нельзя постоянно держать его лицом к солнцу, сразу перегревается. Да, я вот как раз на пике. Еще ехать и ехать по грунтовочке. Пойду я посмотрю, что тут за такой спуск адский. Да вроде не сильно адской. Нормальный вроде спуск. Ох, какой ведь. Я просто думаю, что эта дорога проще. Это посложнее. Hello. Assalamu alaikum. Yeah, seems like this one. Yeah, my map also shows this one. You will follow me? But I am going very slow. Okay, fine. Компаньон у меня заделался. Тоже едут на Жебель-Шам. Я им сказал, что я буду ехать очень медленно. Он сказал, а я тоже очень медленный. Слоупок. Ну ладно, едьте тогда за мной.
Так, здесь груд становится более... Я вот чувствую, что ГГшек мне помогает. Прям вот, конечно, он хороший помощник. Traction Control, я так понимаю, он там вырубает. Потому что я вроде пытаюсь тормозить так аккуратно, но мне кажется, судя по моему опыту с BPS, я уже 10 раз бы их заблокировал колеса. А эти не крутятся потихоньку. Вот смотри, какая гора красивая.